В этом выпуске Плющенко продолжает забирать самых талантливых фигуристок у других тренеров и хвалиться. Сложнейший каскад четверной тулуп, тройной Ридбергер, который не прыгает никто в мире. Японцы о дружбе Медведевой и Загитовой. А теперь обо всем по порядку. Плющенко взялся за старое. Почему в уникальном каскаде фигуристки Зениной нет смысла? Сложнейшая комбинация прыжков вряд ли приведет Настю к большим победам. Неудачи в прошлом сезоне не заставили Евгения Плющенко отказаться от мечты о больших тренерских победах. Правда, теперь идти к ним двукратный олимпийский чемпион будет не с готовыми звездами, а с восходящими. В Академии Ангелы Плющенко сейчас занимаются сразу несколько перспективных юниорок, каждая из которых уже через пару лет сможет громко заявить о себе на крупнейших турнирах. Тем не менее, говорить о кардинальной смене курса не приходится. Евгений продолжает забирать самых талантливых фигуристок у других тренеров и хвалится экстравагантными ачивками своих подопечных. Оба явления хорошо видны на примере Анастасии Зениной. Почему же уникальное достижение юной ученицы Плющенко трудно воспринимать всерьез? Зенина – прекрасный шанс для Плющенко. 14-летняя Зенина перешла в Академию Плющенко в минувшее межсезонье из «Снежных барсов», где работала под руководством Татьяны Моисеевой. Настя успела запомниться зрителям благодаря участию в проекте «Ледниковый период. Дети». Там она заняла второе место, проиграв ученице Сергея Давыдова Елизавете Берестовской. Уже после успешного участия в шоу Анастасия освоила четверной тулуп. Правда, на соревнованиях он получался нестабильно. Отсюда и не самые высокие результаты. В прошлом сезоне фигуристка была 5-й на первенстве Москвы и 4-й на первенстве России и среди старшего возраста. Возможно, отсутствие весомых достижений побудило Зенину сменить тренера. Для Академии Плющенко же переход Анастасии стоит расценивать как невероятную удачу. Было очевидно, что после скандальных уходов Трусовой и Косторной перспективные фигуристы будут с большой опаской идти к ангелам. Поэтому Зенина – прекрасный шанс для Евгения доказать, что он все-таки способен делать из юных фигуристов чемпионов. Хотя, конечно, с учетом известного бэкграунда, очередной переход талантливой и перспективной фигуристки в Академию вызвал много критики. Евгений взялся за старое. Не ведет спортсменов с нуля, а берет в солидном для фигурного катания возрасте, с поставленной техникой и умением прыгать квады. Зенина пашет на износ. Первый раз в качестве ученицы Плющенко Настя вышла на лед на контрольных прокатах юниорской сборной России. Зенина продемонстрировала нежную короткую программу без ультра-си, исполнив все уверенно и чисто. Произвольная программа получилась еще мощнее. Фигуристка безукоризненно исполнила каскад из четверного и двойного тулупов и все остальные элементы. Плющенко свою подопечную похвалил и, надо сказать, вполне заслуженно. С Настей Зениной мы работаем недолго, несколько месяцев, но буквально за месяц выучили четверной тулуп. И мне эта девочка тоже понравилась в плане работы. Она умеет слышать, слушает, это важный момент, пашет на износ, даже иногда ее приходится немножко останавливать. Элегантная фигуристка, красавица, с длинными линиями, говорил тренер в интервью Федерации фигурного катания России. Но в одном моменте Евгений лукавит. Четверной тулуп Настя освоила в «Снежных барсах» и заходила на него еще в прошлом сезоне. Ценность уникального каскада Зениной вызывает сомнения. На примере Зениной видно, что Плющенко вряд ли будет кардинально менять свое поведение по сравнению с прошлым сезоном. Снова юной фигуристке выдаются огромные авансы. Снова Евгений нахваливает свою Академию. Никуда не исчезли и видео с крутыми прыжками из Инстаграма. Так, Евгений работает с фигуристкой над сложнейшим каскадом четверной тулуп, тройной Ридбергер, который не прыгает никто в мире. Реакция болельщиков тоже как будто плавно перешла из прошлого сезона. Уникальный каскад Зениной называют очередной попыткой пиара, отмечая, что на тренировках подобное делают и в «Хрустальном». Несмотря на эффектность и безусловную сложность, практического значения в четверном тулупе, тройном Ридбергере минимум.
По сути, в уникальном каскаде Зининой нет смысла. И вот почему. Такой каскад всего лишь на 0,7 балла дороже, чем его же тулупная версия. При этом исполнить его безукоризненно и на хорошие надбавки намного труднее. Сложность ритовых каскадов заключается в том, что второй прыжок нужно прыгать сразу же после приземления с первого, без передышки и остановки. Вероятность не докрутить Ридбергер в таком случае очень велика. А это понесет за собой понижение базовой стоимости и минусовые надбавки. Удивительный каскад просто обесценится. Куда выгоднее в начале программы исполнить тулупный каскад с четверным прыжком, а во второй половине показать, например, каскад из тройных Лутца и Ридбергера. Так делают Анна Щербакова и Александра Трусова. Ученицы Тутберидзе, кстати, показывали на тренировках самые сложные версии ритового каскада, четверной Лутц, тройной Ридбергер. Но до соревнований они эту авантюру ни разу не доводили, невыгодно. Имидж чемпионов тренировок. Ученицы Плющенко уже не первый раз показывают невероятные вещи на тренировках. Но сотворить чудо на соревнованиях им еще ни разу не удавалось. Именно поэтому на каждый громкий пост Евгения болельщики реагируют резко и воспринимают как пиар. Может быть, если бы подопечные Плющенко регулярно показывали блестящие результаты на соревнованиях, то и отношение к его методам тренировок было бы другое. В конце концов, какая разница, какие уникальные, но бессмысленные достижения фигуристка ставит на тренировках, если на соревновательном льду ей нет равных. Если станут лучшими подругами, то лишь на пенсии. Японцы о дружбе Медведевой и Загитовой. Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем наэлектризованном взаимодействии со звездной коллегой по льду самбо-70, олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Двукратная чемпионка мира отметила, что в их отношениях преобладает нейтралитет. По признанию Жени, они никогда не были по-настоящему близки с Алиной. У нас нормальные и нейтральные отношения. Здороваемся и прощаемся. Но я не могу назвать нас подругами. Вероятно, я злилась в какие-то моменты, но никогда Алину не обижала. Даже намерения такого не было. У нас был разговор об этом. На слова Медведевой отреагировали ценители российского женского фигурного катания из Японии. В комментариях на площадке Yahoo Japan единым было мнение. Никакой дружбы между Медведевой и Загитовой и быть не может. У нас нейтральные отношения. Здороваемся и прощаемся. Разве это не нормально? Даже в Японии большинство моих коллег ведут себя так же. Молодцы, что не враждуют, но они прямые соперницы, разве не так? Думаю, это не тот случай, когда нужно быть дружелюбной. Правильно, они были конкурентками. Какая может быть дружба? Это обстановка в группе и жесткие тренировки. Возможно ли дружба между спортсменками, борющимися за несколько мест в сборной? Я так не думаю. Грустно, что ни Медведевой, ни Загитовой в этом сезоне не будет. Сама постановка вопроса глупая. Две соперницы за лидерство в российском фигурном катании не могут быть одновременно и подругами, симпатизирующими друг другу. Если они и станут лучшими подругами, то только на пенсии. У нас нейтральные отношения. Здороваемся и прощаемся. Так и должно быть. В индивидуальных видах спорта каждый сам за себя. Нет смысла дружить с тем человеком, с которым ты борешься за золотую медаль. Все правильно. Отношения, как у Каори Сакамото с Майи Михарой, встречаются редко. К тому же, Медведева и Загитова разного возраста. Даже год разницы у тинейджеров – это большая пропасть.